Доброго всем! Сегодня у нас будет показана работа по восстановлению ГБЦ Hyundai Starex H1 двигатель D4CB. И что самое показательное, что эта работа возникла по причине неадекватной обтяжки головки на блоке цилиндров. Не знаю, порой просто не хватает слов описать ситуацию, тупизны, момент. В кадре копия той головки, о которой пойдет речь в этом видео. Показываю чисто для демонстрации конструкции головки и того, что мы с ней делали. А сделали мы в той головке полный капитальный ремонт. Заменили втулки, часть клапанов, прирезали седла, обработали клапаны, восстановили на них паски тарелок, естественно вывели зону срабатывания компенсатора, ну и выполнили еще ряд традиционных работ по чистке, мойке, фрезерованию поверхности и так далее. В итоге собрали головку, в ней стоят вот такие пальчиковые компенсаторы, на них на торец клапана накидывается рокер и затем ставится пенал с распредвалами. Сейчас вы поймете, зачем я так подробно описываю этот момент. Головку собрали, выдали клиенту. И каково же было удивление, когда через какое-то время наш клиент возвращается с этой головкой назад. И здесь нужно запускать фейерверк. Некие мастера, хотя это мог быть, конечно же, и сам клиент, большего узнать нам не удалось, порой многие сами клиенты чудят, а потом списывают на неких мастеров, а бывает прижимаешь клиента и он колется, что это он сам начудил. Однако не в этом случае, как утверждает клиент, это все-таки сделали некие мастера. Итак, мастера обтягивали головку, да видимо так, что на лбу вздулись вены и произошло то, что произошло. Машина не поехала. Разобрали мотор и вот что произошло. Смотрим на места, где заходит болт крепления головки. Их раздавили так, что отверстия под болты конкретно сузились и уменьшились в диаметре. И в них даже на боках остались отпечатки от резьбы болта, в результате чего деформировалась поверхность этих болтов, потянула посадочные места под компенсаторы перестали работать, и отсюда все вытекающие последствия, потому что компенсаторы наглухо задавило в своих посадочных местах. Конечно, предвижу ваши комментарии, и вы скажете, что нужно было купить новую головку и не заморачиваться с ремонтом. Так вот, хочу сразу сказать, что естественно клиент искал другую головку. Но, по его словам, ничего стоящего не нашел. Факт, что в этой головке все откапиталено, и лишь теперь придется восстановить геометрию отверстий компенсаторов и геометрию отверстий креплений под болты. А вот в купленную головку будет нужно еще вложиться. Во-первых, потратить деньги на приобретение и вкинуть еще с ремонтом наверняка. И сумма такого ремонта и покупки будет гораздо превышать сумму, чем ту, которую он решил потратить на восстановление того, что начудили эти мастера. А поэтому он привез свою головку к нам. Ну что же, рассухарить головку оказалось полбеды. А вот извлечь компенсаторы, которые, как я сказал уже ранее, зажало, как выяснилось, оказалось целой проблемой. Их посадочные места находятся в непосредственной близости от отверстий крепления этих болтов. Их там расплющило и расплющило конкретно. Для подобных вещей у нас было сделано специальное приспособление. Оно и здесь нас выручит. Это приспособление сделано из плоскогубцев. К губкам приварили полукруглые оправки, а в центре сделали возможность присоединения обратного молотка. И вот при помощи такого приспособления мы сейчас попробуем выдернуть компенсатор. По ходу пьесы нам пришлось немного усовершенствовать конструкцию. Сложно было удерживать руками компенсатор, чтобы он не выскользнул из оправки. А поэтому на края оправки накинули хомутик и при помощи него обтягиваем и прижимаем компенсатор так, что он не выскакивает из оправочки. Теперь уверенно можно компенсатор выбить обратным молотком. Однако, к сожалению, из 16 2 компенсатора никак не поддавали, что бы мы ни делали. Поэтому пошли другим путем и решили выдернуть их, приварив компенсатором к остаткам компенсаторов шпильки. Затем вновь берем обратный молоток и выдергиваем из головки. Теперь же нам предстоит работа по восстановлению геометрии отверстий и посадочных мест компенсатора. А поэтому головка отправляется к расточнику координатно-расточного станка Виталию. Он сперва определяется с размерами, с диаметрами и глубинами. Самое интересное, в местах, где крепится головка, это, как вы поняли, здесь не должно быть никакого подтая под шайбу. Это вот так продавили при обтяжке металла.
Его продавили где-то на миллиметр и чуть более. Вот на другой головке, как должны выглядеть эти места. Что же касается посадочного места под компенсатор, оно размером, диаметром 12 мм. Будем растачивать его до 14,5 мм. Измеряем, что у нас получилось здесь по геометрии этого отверстия. В нижней части посадочного места под компенсатор овал вышел с разницей 5 сотых. А вот в верхней части уже конкретно раздавило и побило во внутреннюю сторону головки аж на 2,5. Перед началом работ расточник снимет и запишет все координаты отверстий и только потом уже приступает к сверлению. Виталий проходит все отверстия фрезой, проходит их через один, так как эти компенсаторы стоят не на одной линии. Ну и это понятно. Далее Виталий делает резцом чистовой проход. После обработки токарь проверит все посадочные места по размерам и накидает эскизик заявку для изготовления втулок. Токарь и также Виталий изготавливает нам наши 16 гильз. Пока токарь выполняет заказ, координатчик приступает к правке тех самых продавленных мест под болты крепления. И видим, в какую сторону потянуло отверстие. И если вверху слева у посадочного места срезало металл, то в противоположном месте еще остается темный след. И это говорит о том, что болт крепления сполз вовнутрь головки и в сторону, в слабую сторону, где нет массива металла. Нужно будет в это место поставить шайбы или укоротить болты крепления ГБЦ. Таким образом, Виталий поправил все места и приступил к калибровке самого отверстия под болт. Наглядно видно, сколько стружки летит, сколько выдавило металла в это отверстие. К окончанию работ подоспели изготовленные втулки от токаря. Теперь следует сделать в них отверстие для подачи и слива масла. Это отверстие для подачи масла. А вот эта подрезка уже для слива масла. Обязательно нужно будет снять возможные заусеницы шабером. После пройтись немножко нулевкой. Когда все готово, можно приступить к запрессовке втулок по своим местам. Делать мы это будем прямо на станке. Возьмем подходящую оправку. Конечно, лучше было бы запрессовать оправкой с направлением, но мы аккуратно справимся и вот такой. Готовую гильзу обязательно смазываем маслом и ставим ее, совмещая отверстия в головке и на гильзе. Подводим головку под патрон станка
и запрессовываем гильзу на свое место. Смотрим, как выглядит новое посадочное место. Пока, конечно, видно, что не ахти. Но нам еще нужно будет расточить до требуемого диаметра. И вот тогда мы дадим поверхности требуемый класс обработки. Подобным образом, понятное дело, ставим все остальные втулки. Далее фрезой спланируем поверхность. В принципе, та малая часть гильзы, которая немного торчит из головки, ни на что не повлияет, но мы все равно сделаем все по феншую. Ну а далее, как я уже говорил, Виталий расталчивает посадочные места компенсаторов до требуемого размера. Новый компенсатор есть, от него мы и отталкиваемся. Растачиваем за несколько проходов с контрольными промерами. Сейчас остается проточить еще 5 соток. Выполняем требуемую проточку. Пылесосом Виталий чистит отверстие и контролирует результат. Все четко, как видим, 0 на индикаторе. Теперь проверим работу конкретно самим компенсатором. Все отлично. Остается выполнить заходную фаску. Тогда вопросов нет. Теперь нам нужно посмотреть, что произошло с самой поверхностью, в которую укладывается пенал с валами. Виталий ставит индикатор. Итак, крайние точки 0. Посмотрим противоположные крайние точки. Также 0 плюс-минус 5 соток. Но это мы не будем считать критичным. Ну а дальше вы все сами увидите на индикаторе, насколько все и куда потянуло. Поэтому было решено все-таки немного подровнять всю постель. Здесь снимать много нельзя, так как есть вот это место, и если мы просадим постель, то здесь будут проблемы. Поэтому будем плясать от этой стороны, от этого места. Собственно, здесь у нас своеобразный 0. Виталий ставит индикатор и приступает к выравниванию.
Теперь и визуально можно увидеть, как загнула поверхность. Ну, вот смотри, видишь, здесь уголочек зала у нас. И вот в эту сторону, противоположно, видишь, по диагонали. Вот здесь у нас зало. Здесь мигзало. Этот будет. Ну и здесь, соответственно, мигзало. Вот такая она. Оп. Пропеллером, да. Да, пропеллером. И дугой, и пропеллером, небольшим пропеллером. Ну, ничего страшного. Наверное, объясните, да? Можем, конечно, чистить. Пробуем опустить пенал. И затем валы с бугелями. И обтягиваем, естественно, болтами. Скажу так, что обжав постель, валы крутились свободно, как и должны. Проблем никаких не возникло. А на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, кидайте донат, отвечу на них. И без аварийных вам поездок.